Всех приветствую на своем канале. Сегодня я немножко хочу поговорить о платочной вязке. Ну, все мы знаем, что это способ вязания полотна, при котором все ряды, если это поворотное вязание, вяжутся лицевыми. Вот как в данном случае у меня поворотное вязание, связана одна часть, связана вторая часть. И когда я вязала прямыми и поворотными рядами, у меня все время были петли лицевые. Поближе смотрится эта платочная вязка вот таким образом. Получается один ряд лицевой, а второй изнаночный. И, к слову сказать, платочная вязка не требует, скажем, такого большого мастерства, особенно если это поворотное вязание. В круговом вязании ряды будут чередоваться. Если мы будем вязать по кругу все время, значит, один ряд должен быть лицевой, а второй изнаночный. Но при поворотном вязании, когда мы вяжем вот так, как я вязала, естественно, ряды, на мой взгляд, для тех, кто мало вяжет, платочную вязку вязать лучше поворотными рядами, потому что все лицевые вяжутся легче, чем изнаночные. И при платочной вязке, конечно, нужно знать, что пряжа идет больше, чем если мы вязали каким-нибудь другим узором. Так, я ваше внимание обращу на то, как я буду выполнять вот эти вот боковые швы. Вот у меня немножко уже выполнен этот шов, и он выглядит поближе вот так. Если рассмотреть его, скажем, с разных сторон, вы заметите то, что он плоский. Как бы вы его ни крутили, как бы его ни смотрели, он будет с лицевой стороны плоский. Выполняется этот шов по лицевой стороне. Что касается изнаночной стороны, он выглядит вот так. Вот такие вот две дорожки кромочные рядышком находятся. Выполняется он следующим образом. Для этого нужно отмерить длину нити вот этого нашего, скажем, расстояния, которое будем сшивать. Но, естественно, брать немножко больше. В данном случае у меня где-то ниточки, ну, я думаю, где-то 60 сантиметров. Это оставался у меня хвостик, вот когда я набирала петли. И вы знаете, я думаю, что его должно хватить. Почему? Потому что я выполняла уже вторую часть. Вот вторая сторона у меня уже тоже сшита. И там нитки тоже хватило, причем еще осталось. Вот. Эта ниточка, вот это вот, у меня довольно-таки еще вот много было ее, поэтому идет совсем немного ее для того, чтобы сшить. На самом деле не нужно брать, скажем, 2 метра. Так, берем иголочку в работу и начинаем провязывать вот эти швы. Для этого находим вот в этих вот наших рядах лицевых последнюю петельку, вот эту вот выпуклую последнюю петлю. Вот она. И соединяем вот эту, провязываем ее вот таким образом. Сейчас переходим на другую сторону. Опять находим последнюю, вот эту вот изнаночную сторону. Протягиваем. И таким образом чередуем. На этой стороне опять же находим последнюю изнаночную. С другой стороны тоже соединяем ее. И вот таким образом немножко подтягиваем, но не сильно. Почему? Потому что если вы стянете, здесь будет очень туго. Само полотно вот по краям оно растягивается. А если шов будет стянут, конечно, будет некрасиво. Поэтому немножко сшили и посмотрели. Вот так вот протянули, а ниточка немножко сама она. Вот видите, она стягивает, а потом пока на данном этапе ее можно регулировать. Должно быть такое натяжение, как и по всем этим вот сторонам. И дальше чередуете. С этой стороны последняя изнаночная. И с другой стороны то же самое.
Немножко подтягиваем. Смотрим натяжение вот этого нашего шва. И дальше повторяем. То есть шов очень, скажем, совсем простой. Получается очень красиво по лицевой стороне. По изнаночной стороне, как я сказала, есть вот такой вот кромки соединяются. На этом у меня все. Если это видео вам было полезным, я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то не подписан. Переходите по ссылочкам в описании, там тоже есть много интересного, полезного. Ну и, конечно, ставьте лайки. Я буду очень благодарна. Всем спасибо за просмотр.